А вы знали, что существуют тюрьмы, в которых одновременно находятся и женщины, и мужчины? Да-да, вы не ослышались. В мире есть такие закрытые учреждения. Мужчина и женщина. Взаимодействие в замкнутом пространстве. Чего стоит ожидать? Случится ли трагедия, или все может закончиться полюбовно? Оставайтесь, дальше будет интересно и интригующе. В США существует неординарная практика размещения мужчин и женщин в одной тюрьме, но на разных этажах или в разных корпусах. Например, в крупной федеральной тюрьме Марион содержатся заключенные как женского, так и мужского пола. Мужская тюрьма представляет опасность для женщин, которые родились мужчинами. Согласно исследованию, проведенному Министерством юстиции США, более 1/3 заключенных трансгендеров подвергались сексуальному насилию, а трансгендерные женщины более чем в 13 раз чаще подвергаются сексуальному насилию в тюрьме, чем просто женщины. Реальность представляет настоящий ужас. Арестованные трансгендерные женщины оказываются в окружении, где становятся жертвами насильственных преступлений в разы чаще, чем это случается на воле. Возможно, эта удручающая ситуация может быть намного улучшена, если таким женщинам будет просто разрешено содержание в женских тюрьмах. В мужских тюрьмах трансгендерных женщин заставляют стричь волосы и не позволяют им носить одежду, соответствующую их полу. Это еще одно тяжкое испытание для многих таких женщин, которые уже страдают от депрессии. Трансгендерные люди чаще становятся жертвами преследований, насмешек и нападений. Особенно часто это происходит с женщинами, которые находятся в мужских тюрьмах. Многие из них надеются на защиту администрации тюрьмы, но обычно так происходит только после того, как они становятся жертвами сексуального насилия. Их часто держат отдельно от остальных заключенных, защищая от физических повреждений со стороны других. Однако они по-прежнему не защищены перед преследованиями охранников и персонала тюрьмы, а также страдают от социальной изоляции и лишаются возможности получить образование и профессиональную подготовку. Вот интересный факт. В 2014 году в Свердловской области была создана исправительная колония, в которой содержатся одновременно и мужчины, и женщины. Этот эксперимент оказался вынужденным, так как одна из женских колоний была закрыта, и часть ее контингента была переведена в существующее мужское исправительное учреждение, где им было выделено отдельное помещение. Вот еще один из эпатажных примеров. В 2019 году 26-летняя казахстанка стала первой женщиной в этой азиатской стране, которая была заключена для отбывания наказания в исправительное учреждение, где содержатся особо опасные преступники – мужчины. Ее приговорили к заключению за совершение жестокого убийства. Суд принял решение о переводе осужденной в мужскую колонию из-за грубых нарушений режима содержания. Там она находилась в отдельном блоке камерного типа. Также следственные изоляторы в России не разделяются по половому признаку. Конечно, женщины и мужчины не находятся в одной камере. Они максимально отделены друг от друга, но это больше является исключением, чем правилом. Российскими законами запрещено размещение в одной камере подозреваемых и обвиняемых разных полов. Несовершеннолетних и взрослых, больных и здоровых, осужденных и еще только подозреваемых. Конечно, не всегда эти правила соблюдаются, но обязательным условием является отдельное содержание задержанных разных полов в мужских и женских камерах. Даже в суде стараются разместить их по разным углам. Однако, как быть с теми женщинами, которые себя ощущают мужчинами с рождения? Что делать с такими, когда они совершают правонарушения? Эта тема стала очень актуальной, и о ней мы сегодня поговорим. Мы начинаем. Наша первая история о гражданке США Dee Farmer, которая была трансгендерной личностью. Она много лет боролась против помещения трансгендерных женщин вместе с преступниками-мужчинами. У Ди в тюрьме часто были проблемы, связанные с ее внешним видом. Находясь в заключении, Фармер вела себя вызывающе, носила тюремную рубашку, прикрывая лишь одно плечо. У нее были красиво уложенные распущенные длинные вьющиеся волосы, гладкая кожа и большая силиконовая грудь.
Она находилась в камере среди мужчин, убийц и насильников, которые совершили особо жестокие преступления. Сама Ди не совершала убийств. В 18-летнем возрасте она была осуждена за мошенничество с кредитными картами на 20 лет. Еще 30-летний срок она получила за кражу. В результате ей предстояло провести в тюремном заключении 50 долгих лет. В начале тюремного срока Ди хотели поместить в тюрьму строгого режима в Пенсильвании. Когда же начальник тюремного заведения взглянул на нее, он произнес: «Нет, здесь ее нельзя оставлять ни при каких обстоятельствах». За 3 последующих года она побывала в нескольких других тюрьмах, и везде у администрации заведения возникали трудности в отношении к ней окружающих. Заключенные очень агрессивно реагировали на ее нахождение, а сама Ди раз за разом была замешана в беспорядках, драках и потасовках. Все это привело к тому, что в тюрьме штата Индиана она была изнасилована сокамерниками. В надежде, что виновники получат наказание, она пожаловалась тюремному администратору, даже несмотря на угрозу смертной казни в ответ. Ди думала, что ее хотя бы отправят к врачу, но этого не произошло. Тюремный служащий составил рапорт начальству, но никаких других мер не было предпринято ответственными сотрудниками. Стало известно, что проведенное год назад исследование на ВИЧ у Ди дало положительный результат. После этого ее поместили в изоляцию, а потом перевели в другую тюрьму. В 1991 году, не покидая здание тюрьмы, она подала иск в федеральный суд против тюремного начальства, разрешившего другим заключенным изнасиловать ее. Однако ответчики утверждали, что они не могли предусмотреть, что такое могло произойти, и год спустя суд отказал Ди в иске на возмещение ущерба, как физического, так и морального. Ди не сдавалась и подала апелляцию, которую также отклонили. Тогда она составила петицию в Верховный суд, и ее дело привлекло внимание адвокатов из Американского союза защиты гражданских свобод. В конечном итоге судья Верховного суда вынес решение, согласно которому тюремному начальству следует возбудить дело о небрежности. Изнасилование в тюрьме не должно являться частью наказания для заключенного, говорилось в вердикте судьи. Затем ее дело передали на повторное рассмотрение в Федеральный суд. Но, к сожалению, рассматривал дело тот же судья, который отверг предыдущий иск. В итоге Ди проиграла тяжбу. Этот прецедент, несмотря на отрицательный результат, создал судебную практику, которую стали использовать другие адвокаты при рассмотрении дел женщин-трансгендеров. Иногда для изменения закона достаточно воли одного человека. Однако не всегда этого достаточно, чтобы изменить окружающий мир. Dee Farmer сделала жизнь многим заключенным проще. Но еще много времени должно пройти, пока в тюрьмах опасность для людей не исчезнет. Теперь об ужасном случае, случившемся с англичанкой Вики Томпсон. Когда она была арестована, она немедленно сообщила своим друзьям о своих намерениях. Если ее отошлют в мужскую тюрьму, она намеревалась покончить с собой. Вскоре Вики была обнаружена мертвой в своей камере. Как именно она умерла, полиция и власти не сообщили. У ее друзей и журналистов нет никаких сомнений, что она реализовала свою угрозу. За день до своей смерти Вики разговаривала по телефону со своим парнем, Робертом Стиле. Они планировали встречу в тюрьме, но ее бойфренд не успел прийти. Как рассказывала Вики Роберту, другие заключенные постоянно мучили ее из-за ее внешности. Она выглядела как женщина, но оказалась в тюрьме с мужчинами. О ее жизни известно очень мало. Ей было всего 21 год. Ее семья очень любила и баловала. Она наслаждалась вечеринками и всегда выглядела жизнерадостной. В 2015 году она украла мобильный телефон у подростка и ограбила 2 магазина, похитив косметику и туалетные принадлежности. После этого ее осудили на 12 месяцев заключения. К тому моменту она еще не сделала операцию по смене пола, но уже 10 лет Вики одевалась в женскую одежду и благодаря помощи матери сменила имя в подростковом возрасте. Она представляла себя женщиной, и все вокруг ее так воспринимали. В суде адвокат Вики пытался объяснить присяжным, что его подзащитная является трансгендером и что она очень ранима и впечатлительна. Он просил отправить ее в женскую тюрьму или хотя бы смягчить приговор. Однако все его попытки оказались безуспешными. «Спокойной ночи, принцесса.
Я люблю тебя и не перестаю думать о тебе каждую минуту. Мы непременно встретимся, когда придет мое время». Такие слова написал Роберт, бойфренд Вики, в своем посте на Facebook после ее смерти. В 2021 году в печальное положение попал заключенный Назар Гулевич, находящийся в столичном женском СИЗО номер 6. Мужчина по паспорту, женщина по физиологии, мог быть этапирован во Владимирскую мужскую колонию. Назар Гулевич родился с женскими половыми признаками, но всю жизнь ощущал себя мужчиной. Он поменял документы, прошел гормональную терапию, мечтал об операции по смене пола, но не успел ее сделать. Назар Гулевич – известная личность. Он участвовал в 5-м выпуске 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». В свое время Гулевич был задержан за мошенничество. И первое время после задержания Назар провел в больничной палате-камере матросской тишины. Во время следствия и после приговора находился в женском СИЗО. Для него это было единственное безопасное место, тем более, что в другие изоляторы его не брали. В одном из них заключенные его едва не убили. Во время медосмотра ему пришлось снять одежду при всех арестантах, а те от удивления открыли рты сначала, а после стали высказывать претензии. По итогу Назар провел 2 года в одиночной камере женского СИЗО, где едва не совершил суицид. Гулевич надеялся на оправдательный вердикт суда как жертва мошенников или на наказание по уже отсиженному сроку и хотел выйти из зала суда свободным. Но судья посчитал по-другому. Назар был признан как соучастник преступления. К сожалению, факт, что арестант не успел окончательно сменить пол, судья оставил без внимания. С учетом отсиженного до окончания срока Назару осталось меньше полугода, а в пересчете день за 1,5 – чуть больше 3 месяцев. Он и правозащитники надеялись, что Назара оставят в женском СИЗО. Трансгендер говорил, что выжить ему не удастся ни в мужской, ни в женской колонии. В марте Назар прибыл в СИЗО-3 в город Ржев, Тверской области. В апреле ФСИН решила, что нахождение трансгендерного мужчины в России нежелательно. После этого МВД приняло решение депортировать его, несмотря на наличие жены россиянки и регистрации в стране. Для многих трансгендерных женщин, которые в настоящее время находятся в мужских тюрьмах, сексуальное насилие является лишь одной из многих проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Многие из них даже не имеют доступа к гормонам, необходимым для поддержания здоровья тела и разума. Именно так обстоит дело с Офелией Делонта, чернокожей трансгендерной женщиной, находившейся в мужской тюрьме штата Вирджиния. Департамент исправительных учреждений штата постановил, что гормональная терапия не была необходима ей по медицинским показателям, и поэтому они больше не будут ее оплачивать. Прошедшие суды постановили, что тюрьмы должны делать все зависящее от них, чтобы все заключенные были в безопасности и здоровы. Но трансгендерные заключенные сами несут бремя доказательства того, что им угрожает опасность или они имеют медицинскую потребность в гормональной терапии. Кажется, что не существует установленных правил или руководящих документов, почему трансгендерные женщины, которые не перенесли операцию, помещаются в мужские тюрьмы. Заключенные уверяют, что в большинстве случаев офицеры осматривали их гениталии во время ареста и принимали решения, основываясь на этом, независимо от их гендерной идентичности. Несколько трансгендерных женщин хотели передать свои дела в суд в надежде, что их этапируют в женские тюрьмы, но им это не удалось. Отчасти из-за документов, в котором говорится, что заключенные не имеют права быть помещенными в какую-либо определенную тюрьму. Создается впечатление, что система уголовного правосудия не считает трансгендерных женщин, перенесших операцию, настоящими женщинами. Это создает ужасную ситуацию, когда трансгендерных женщин размещают в тюрьмы, которые совершенно небезопасны для них и плохо оборудованы для надлежащего ухода за ними. До тех пор, пока все трансгендерные женщины не будут восприниматься как женщины, которыми они являются, а их медицинские потребности и безопасность будут считаться приоритетами, тюремная жизнь будет оставаться жестоким и ужасающим опытом для слишком многих трансгендерных женщин. Это лишь краткий перечень всего того, что может случиться с женщиной в мужской тюрьме. Есть гипотезы, что если заключенных разных полов поместить вместе, то помимо многих отрицательных моментов совместного проживания, возникнут ситуации, которые смогут повлиять на каждого из персон в лучшую сторону.
На практике же пока основной проблемой является трансцендентичность. Это процесс смены человеком группы, частью которой он себя считает по праву рождения или воспитания. И единственным возможным решением может стать создание отдельных колоний для таких людей. На международном уровне для предотвращения насилия разработаны различные меры. Во-первых, отбор тех, кто будет проживать в одной камере. Во-вторых, внедрение практик, направленных против травли. В-третьих, создание системы анонимной подачи жалоб. В 2019 году в Великобритании открылось первое отделение для таких заключенных. Также подобные отделения существуют в США. В России же практики распределения по колониям трансгендерных людей нет, хотя они обсуждаются при ФСИН с 2015 года. Проблема есть, и надо искать пути ее решения. И о них мы обязательно расскажем в будущем.